Привет. Решил я переустановить себе винду. У меня есть причины, на другой носитель. И хочу показать вам новый способ, более быстрый, как установить Windows 11 на неподдерживаемое железо, но намного быстрее. Раньше, в прошлых видео, я вам показывал, как изменить реестр, для того, чтобы Windows 11 запустила установку даже на неподдерживаемом компьютере. Итак, вот она, окошко наше с кнопкой «Установить». Мы его не трогаем, кнопку. Зажимаем Shift F10. Открывается вот такое вот окошко у нас. Меняем язык и пишем тут not. Блин, я по-русски пишу. Так. Пишем notepad.exe. Медленно печатаю, потому что одной рукой держу телефон. Вот, открылся у нас блокнот. Жмем на кнопку «Файл», «Открыть». Дальше переходим на нашу флешку. Вот она у меня WinSetup. И здесь вот внизу выбираем не текстовые документы, а все файлы. Вот этот вот файлик будет прикреплен по ссылке в описании, либо в первом закрепленном комментарии под видео. Жмем на него правой кнопкой мыши, жмем слияние, и вот что мы видим. Добавление сведений может привести к непредвиденному изменению или удалению значений и так далее. Это предупреждение. Соглашаемся, жмем «Да». Так вот, содержащиеся в e-node.tpm.rec разделы и значения успешно внесены в реестр. Окей, теперь это можно закрывать. И больше нам не нужно вручную создавать никакие разделы. Но оговорюсь, этот файл только для тех, у кого достаточно оперативной памяти. В смысле 4 и более. Потому что в этом файле нет настройки обходить проверку оперативной памяти. Вот пошла начало установки. У меня нет ключа продукта, жмем, если действительно его нет. Выбираем Windows 11 Pro, жмем «Далее». И вуаля! Вот оно, заветное наше окно принятия соглашения. Жмем «Далее». Выборочная установка. Мне вот тут 80 гигов под винду вполне достаточно. Форматирую. И что мне надо? Много у кого на старом железе CPL есть такая фигня, которая... В общем, я долго не буду вам объяснять, что это такое и зачем. Я просто вот тут же до установки винды сразу же по кнопке «Загрузить» закину нужные мне драйверы. Захожу. Где это оно у меня тут? WinSetup, софт, материнка, ACPL. Выбираем ACPL 64 под Windows 7. Пофиг, оно подойдет. Окей, жмем. Вот она, наш драйвер. Жмем «Далее». Драйверы устанавливаются. Окей. Жмем опять «Загрузить». Я хочу попробовать закинуть сразу же драйвер монитора. Не знаю, получится, не получится. Так, драйверы. Монитор. Кидаем вот этот. Окей. Не скрывать неподдерживаемые драйверы. Меня интересует вот это вот. Жмем «Далее». Почему они не поддерживаемые, я не знаю. Может быть, просто тут имеется в виду чисто оборудование.
не считая монитора. Жмем далее. Вот копирование файлов, подготовка файлов к установке. Вроде бы пошло. Да, пошло. Вот таким вот образом, нехитрым, а может быть и хитрым, я заранее установил первичные необходимые драйверы. Драйверы на видеокарту уже будут установлены позже. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте включить уведомления, нажать на колокольчик, потому что видео я выпускаю в последнее время не часто, даже очень редко. И таким образом вы можете пропустить какое-нибудь действительно полезное для вас видео. Всем добра, пока.